На руке человека можно прочесть его прошлое, настоящее и будущее. Так утверждают не только хироманты и предсказатели. В этом уверены врачи и даже криминалисты. Практический интерес к капиллярным линиям и узорам кожного рисунка ладоней и пальцев рук возник задолго до научного изучения этого явления. Древние египтяне, вавилоняне, ассирийцы, китайцы довольно широко пользовались отпечатками пальцев как печатью или подписью для удостоверения деловых документов. И это теперь понятно, так как рисунок отпечатка у каждого человека строго индивидуален и наследственно обусловлен. И двух одинаковых рук на свете не существует. Вот мы сегодня и пришли с вами к тому, что большинство людей считает собственно хиромантией, к толкованию линии ладони. Ладони одних людей практически лишены линий, в то время как ладони других буквально испещрены ими. Большинство линий на руке образуется из-за тревог и беспокойства. Следовательно, жизнь человека, на ладони которого можно обнаружить совсем немного линий, безоблачно и спокойно, в отличие от жизни человека, ладони которого покрыты сотнями линий. И если число линий на ладони сводится к минимуму, мы можем быть почти уверены, что жизнь человека скучна, монотонна и неинтересна. Чем больше линий на ладони руки, тем впечатлительнее человек. Чем меньше, тем легче он все воспринимает. На руке нервного, раздражительного человека всегда намного больше линий, чем на руке спокойного, воспринимающего жизнь такой, какой она есть. Много мелких разорванных линий говорит о нервности человека. Чем больше вертикальных линий, тем успешнее жизнь. Чем больше горизонтальных линий, тем больше препятствий. Чем четче выражена линия, чем естественнее ее окраска, чем меньше на ней островов, крестов, цепей, разрывов, тем благоприятнее ее значение. Основные линии покрыты маленькими линиями. Такие люди не знают ни отдыха, ни покоя. Они деятельны, раздражительны, интеллигентны. От главных линий вверх идут двойные линии. Они имеют благоприятное влияние на руке человека. Спускающиеся отростки имеют плохое значение, говорят о неприятностях. Искусство чтения и толкования знаков на руке является древнейшим методом предсказания грядущих событий в жизни, склонностей характера, опасностей и многообещающих возможностей. Ладонь каждого человека уникальна, единственна, неповторима и в то же время похожа на всякую другую, как, впрочем, и человеческая судьба и жизнь. Единство уникальности и похожести присуще линиям рук. Не существует в целом мире двух одинаковых рук, линии которых были бы одинаковы. В данном видео мы кратко в общем проанализируем лишь основные наиболее значимые линии. Линию жизни Венеры, линию сердца Юпитера, линию головы Марса, линию судьбы Сатурна. Линия жизни Венеры огибает холм Венеры, окружает бугорок большого пальца. Она показывает жизненную энергию и здоровье человека. Длинная и ровная, отчетливая линия жизни отражает долгую, здоровую, счастливую жизнь. Короткая линия жизни, недолговечная короткая жизнь. Если линия жизни прерывается на одной руке, это говорит о серьезном заболевании. А если полностью обрывается на обеих, тогда жизнь может закончиться смертью в соответствующем возрасте. Ни один серьезный хиромант не станет утверждать, что он может предсказать дату смерти. С годами линия жизни, возможно, если она даже и перерывается, вновь появится, а разорванные линии соединятся. Особенно если прошло более, например, 5 лет между датой предсказания и временем, когда заканчивается линия жизни на обеих руках.
Прерывистая линия жизни в виде цепочки говорит о хрупкости и болезненности. Такие люди часто несчастливы, подвержены беспокойству и тревоге. Если линия жизни красная, есть тенденция к нервному возбуждению. Если линия жизни фиолетовая, это говорит о склонности к наследственным болезням. Можно часто заметить легкую фиолетовую тень на отрезке линии жизни. Если тень есть только на левой руке, это знак того, что заболевание удалось избежать. Когда на линии жизни на обеих руках присутствует ряд тонких крестиков, расположенных близко друг к другу. Это указывает на возникновение невралгии, боли в затронутый такими знаками жизненный период. Отрезок линии жизни с крестами, бледный или тонкий, соответствует тому возрасту, в котором человек будет страдать от различных заболеваний. Ответвления вверх от линии жизни говорят о почестях или успехе, которые приходят совершенно неожиданно. Наличие этого на линии жизни говорит о том, что повышение в должности – это случайное событие. Двойная линия жизни – это роскошь существования. В заключение о линии жизни хочу сказать, что линия жизни – это первая линия, появляющаяся на ладони человека. Она формируется на руке человеческого эмбриона к тому времени, когда ему исполнится 8 недель. Это одна из важнейших на ладони линий, потому что по ней определяют продолжительность жизни и состояние здоровья человека. Линия сердца, линия Юпитера. Начинается на бугре Юпитера, линия сердца пересекает верхнюю часть ладони непосредственно под холмами. То есть бугорки, о которых мы говорили раньше, ограничены у их основания первой линией сердца, обыкновенно начинающейся или у вершины и подошвы бугорка Юпитера или Сатурна и проходящей горизонтально по руке и совершенно окружающей бугорок Меркурия. Эта линия окружает то, что в ладони мы называем божественным миром. По ней можно судить, какие взаимоотношения складываются у человека с окружающими. Линия сердца отражает эмоции, чувства, отношения. Она дает информацию о душевной жизни человека, о внутренней силе и силе привязанности. Рука без линии сердца выражает нечестность, злобу, наклонность ко злу, железную волю, безбожие, неверность, короткую жизнь, раннюю смерть. Если линия сердца чиста, ясная, отчетливая и красивая, большая, длинная, у человека доброе сердце, благородство, великодушие, счастливая привязанность, много нежности, счастливая жизнь. Разорванная линия сердца, непостоянство в любви и дружбе. Это связи, которые разрушаются ежеминутно. Разрывы на линии сердца – это телесная слабость. Перерванная линия сердца – это предрасположенность к болезням сердца. Это расторгнутая помолвка, эмоциональные травмы. Крест и звезда на линии сердца – это серьезная болезнь. Ряд маленьких крестиков – страдания в любви. Звезда в начале на холме Юпитера – удачный идеальный брак. Точка на линии сердца – страдание чувств. Острова на линии сердца – предрасположенность к болезням сердца. Остров на линии сердца – это также прелюбодеяние. Кольцо или пояс Венеры встречается редко. Это линия полукруг между Юпитером и Сатурном. Линия между основанием пальцев и линией сердца. Она теряется между безымянным пальцем и мизинцем над линией сердца. Кольцо Венеры – это кольцо любви. Оно свидетельствует о качествах повышенной чувственности. Такие люди не терпят однообразия. Кольцо-пояс Венеры раньше интерпретировали как знак распутной жизни. Теперь его толкуют как вероятность любовной неудачи. Чрезмерное высокомерие, лживость, распутствие, каприз
Такие черты характеризуют человека с кольцом Венеры. Отрицательное воздействие этого знака пройдет к тому времени, когда его обладатель достигнет 35 лет. Если у мужчины присутствует на руке кольцо Венеры, ему лучше воздержаться от женитьбы до этого возраста и не начинать серьезных отношений. Если у замужней женщины присутствует этот знак кольцо Венеры, нужно терпеливо выждать, пока не пройдет сложный период в ее семейной жизни, и тогда у нее после достижения 35 лет улучшатся взаимоотношения с супругом. Эта зловещая отметина также может говорить о внезапной смерти кого-то из близких. Кольцо Венеры всегда указывает на катастрофу, которая произошла на раннем периоде жизни человека. Двойное или тройное кольцо Венеры – это стремление к интимным половым радостям, к порочным удовольствиям. Такой человек крайне эмоционален, порой неуравновешен и страдает от неврозов. Линия головы, ума, линия Марса. Она проходит по центру руки, начиная с под холмом Юпитера за линией сердца. Она берет начало между основанием большого и указательного пальцев и, пересекая ладонь, доходит примерно до середины руки параллельно линии жизни. Она отвечает за ум, мышление человека. Она управляет интеллектом. По ней можно судить, как мыслил человек на том или ином этапе своей жизни. По ней можно определить, как человек подходит к решению проблем и как относится к жизни в целом. Линия головы отвечает за ум, мышление и решение. Если линия головы у человека отсутствует, значит человек в полной мере идиот. Прямая длинная линия головы – это ясный ум и сильная воля. Чем длиннее линия ума или головы, тем умнее ее обладатель, и тем выше его интеллект. Человек разносторонне развит, он склонен к логическому мышлению. У него талант и хорошая природная память. Короткая линия головы у человека – короткая жизнь. Короткая линия головы или ума – это импульсивность, предубежденность, безрассудство, тенденция сначала действовать, а уже потом думать. Оторванная у конца может быть рана в голову, иногда безумие. Линия головы под Сатурном – скорая или фатальная смерть. Линия головы разрывается – это травмы, душевные расстройства. Линия головы, которая прерывается на обеих руках, предупреждает о том, что с человеком может случиться несчастный случай, во время которого пострадает его голова. Расплывчатая линия головы указывает на заболевания, связанные с психическим расстройством. Удвоение линии ума или головы – это исключительные умственные способности, но двойственность натуры, успех материального характера, счастливое предзнаменование, а также наследство. Остров на линии ума – примитивный ум, аморальные сексуальные вкусы. Круг – это потеря зрения. Белая точка – открытие. Островки на линии ума или головы указывают, что человек испытывал трудности с концентрацией внимания. Островок на линии ума свидетельствует также о психологическом кризисе или нервном взрыве человека. Линия судьбы Сатурна – это одна из двух наиболее важных линий на руке человека. Первая – это линия жизни. Эта линия встречается не у каждого. Эта вертикальная линия проходит через центр ладони от запястья к пальцу Сатурна. Линия Сатурна судьбы оценивает влияние рока судьбы на жизнь. Африканское племя Банту считает, что судьба – это развилка дорог. Но одна дорога для человека целая и невредимая, а на другой его ожидает голодный лев. Эта линия свидетельствует о жизненных устремлениях человека, его возможностях, желании добиться успеха. Линия судьбы также служит залогом везения и удачи.
Людей, наделенных ею, словно хранят высшие силы. Им часто удается избежать неприятностей, с которыми сталкиваются те, у которых линии судьбы нету. Люди с линией судьбы всегда принимают правильное решение, выбор. Короткая линия судьбы говорит о трудностях молодости. Двойная линия судьбы со стороны большого пальца – это успех, удовлетворительное самолюбие. Она указывает на период, когда человек будет заниматься более чем одним важным делом. Такая двойная линия судьбы может характеризовать мастера на все руки, человека, которому нравится заниматься самыми разнообразными делами. Иногда линия судьбы почти исчезает, а потом вновь становится отчетливой. Отрезок, на котором линия судьбы исчезает, указывает на период времени, в течение которого человек не был уверен, куда и зачем идет. Если на линии судьбы разрывы и линия судьбы резко обрывается, а потом вновь появляется, то это символизирует смену профессии. Если линия судьбы вообще отсутствует, человек сталкивается с неприятностями и невзгодами. Человек, на руке которого отсутствует линия судьбы, может прожить интересную, богатую на впечатление жизнь, но никогда не будет испытывать потребности достичь успеха в какой-либо конкретной сфере, какой-то деятельности. Такой человек подобен кораблю без рулевого, которого течение несет сначала в одном направлении, потом в другом, потом в третьем. Линия судьбы часто отсутствует на руках преступников, социальных изгоев и людей, злоупотребляющих алкоголем и страдающих наркоманией. Много лет назад, читая по руке одного богатого влиятельного бизнесмена, я обнаружила, что у него отсутствует линия судьбы. Оказалось, что он сделал деньги, покупая и продавая все, что можно было приобрести по низкой цене, а потом продать это с выгодой. Сегодня он мог торговать компьютерами, на следующей неделе одеждой и так далее. Он достиг успеха в своем деле, но только потому, что использовал любую возможность заработать, а не потому, что целенаправленно следовал определенному плану. Если на линии судьбы крест, это большое несчастье, взятие в тюрьму, опасность для жизни, горе и неудача. Остров на линии судьбы – это обман, измена кому-нибудь, чему-нибудь. Квадраты на линии судьбы являются, наоборот, оберегающими знаками от неприятностей. Сегодня мы кратко ознакомились с главными и основными линиями на руке человека. Также заслуживают внимания и некоторые второстепенные линии на руках людей, с которыми мы ознакомимся в следующем видео. Надеюсь, информация была для вас полезной и интересной.